Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами готовим косметику из натуральных чистых продуктов, которые найдутся в любой кухне или же в саду, огороде, в общем, или в каких-нибудь шкафчиках. Так что у любой хозяйки эти продукты обязательно найдутся. И сегодня я хочу с вами сделать очень простую и эффективную маску для возрастного лица, которая подходит абсолютно для всех типов кожи. И она будет у нас состоять из одного белка, одной таблетки аспирина, одной чайной ложки такой с горкой ржаной муки, немножечко воды я взяла, потому что мы все это будем смотреть по консистенции, сколько нам ее понадобится, волшебный витамин Е и глицерин. Давайте немножко добавим водички в наш аспирин и посмотрим, как он будет у нас растворяться. Вот буквально чуть-чуть. И теперь поможем ему немножко с лопаткой. Видите, он чудесно распускается, как бы так. Его даже не нужно толочь. Ну, есть такие формулы аспирина, которые легче как бы размять в ступочке, например. Да? Но мой великолепно распустился. Поможем ему чуть-чуть еще. Теперь наш аспирин мы введем в белок. Прямо вот со всеми крупиночками. Чтобы ничего у нас с вами не пропало. Все это хорошенько взбиваем. Можно вот так взбить вилочкой или вот я лопаткой. Взяла на всякий случай венчик. Если что, поможем им. Если у вас такого нет, то вилкой тоже будет великолепно. Так, я попробую все-таки взять орудие труда, потому как у меня уже все приготовлено. Но нужно быть осторожно, может быть, белок может, знаете, расплескаться, поэтому закроем немножко, как крышечкой. Так, видите, как он хорошо взбивается. Конечно, это большая помощь, этот венчик. Если вы делаете косметику, как и я, на регулярной основе, то есть смысл приобрести. Он очень дешевый у нас. В стране, во всяком случае, в Дании он стоил, я не помню, 70 крон, что ли. Видите, как хорошо взбивается до пены. Все, выключаю. Больше нам не нужно. Бум-бум. И теперь мы с вами будем постепенно всыпать нашу ржаную муку. И опять же все это вымешивать. Хорошенечко все так вот. Тщательно вымешиваем, чтобы у вас не было никаких комочков. Я всегда говорю, что при приготовлении домашней косметики, масочек очень важно иметь терпение. Но это того стоит. Потому как маски наши практически получаются за копейки. А результат великолепен. Вы это можете тоже как бы и по мне судить. Так вот. Тарам-тарам. Но опять же, результат будет, если это делать на регулярной основе, а не просто один раз там сделали, чуть нанесли и все. Нет, нет, нет. Во всем должна быть регулярность, дорогие мои. Теперь добавляем глицерин. 10 капелек. Еще 5. 4, 5. Так. И в завершение наш волшебный витамин молодости, витамин Е. 5 капелек. Все. Та-дам. Отставляем. И еще хорошенечко все вымешиваем. И наша маска готова, дорогие мои друзья. Вот такое она, видите, получилось у нас. Комочков нету. Ну, а теперь делаем тест на аллергенность. И если у вас не будет никаких почесываний, покалываний, покраснений, тогда эта маска вам подходит. Умываемся и встречаемся в ванной комнате. Ну что, если у вас нет аллергии, тогда начинаем наносить нашу масочку на лицо.
на чистое лицо. Смотрите, она вот такая у нас пушистая. Мы же ее взбили с вами, да? И очень даже хорошо пахнет. По массажным линиям, как обычно, наносим маску. Эту маску можно наносить и под глаза, и на зону декольте, и на шею. Она будет создавать очень такой подтягивающий эффект за счет белка, естественно. Это наша витаминная кладезь. И как вовнутрь, так и на лицо. А ржаная мука, она, знаете, вот при смывании, вы заметите, будет хорошо отшелушивать вашу кожу. То есть ороговелые вот эти вот все секусенькие частички, они будут стираться, пока мы будем смывать нашу маску. Глицерин великолепно смягчает кожу, питает ее. Ну а аспирин это вообще это антибактериальное средство. И великолепно за счет него будет улучшаться и ускоряться кровообращение. И тем более здесь у нас только одна таблетка. То есть, если у вас вообще нет аллергии на аспирин, то маска вам чудесно подойдет. Вместе с тем мы ее еще и усилили витамином молодости, витамином Е. Вот такие мы с вами сегодня красивые. Масочку держим 15-20 минут. Желательно присесть где-нибудь с чашечкой чая или кофе, отдохнуть. И затем смыть ее теплой водой. Можно даже сделать такие вот массажные движения. И получите вот этот, как я сказала, уже спа-эффект отшелушивания. И затем, после того, как вы смыли теплой водой, прохладненькой умойтесь и нанесите ваш любимый уходовый крем. Идите украшать мир. Эффект будет после первого же раза. Ну, конечно же, дорогие мои, регулярность должна быть. Если вы делаете одну маску раз в году, то, естественно, я вам там пишу, вот, вы там будете выглядеть молодыми, красивыми. За один раз этого не произойдет. За лицом нужно ухаживать на регулярной основе. И тогда у вас будет результат. Маску мы перекладываем в контейнер, храним ее в холодильнике и делаем ее где-то через день, не каждый день. И после того, как она заканчивается, мы, как всегда, держим паузу, то есть перерывчик где-то на месяц, для того, чтобы не было привыкания кожи к одному и тому же типу масок. Перерывы делайте все мои другие, у вас их уже очень много. И спасибо за то, что и вас у меня становится все больше и больше. Всех вас очень люблю и ценю ваши все комментарии, лайки и ваши подписки, конечно же. Будьте все молоды, здоровы и красивы. До новых встреч и до новых хороших, простых, дешевых рецептов для лица. С вами была Виктория. Пока!